Вот что происходит с вашими ногами в неправильной обуви. Деформация стопы. Когда пальцы постоянно поджаты, они в конце концов деформируются и образуется так называемый молотообразный палец. На больном пальце образуется очень болезненная мозоль, и с такой патологией подобрать удобную обувь бывает очень сложно. Из-за прижатых друг к другу пальцев на большом пальце формируется косточка, или по-научному деформация первого пальца. Косточка болит, подобрать удобную обувь становится еще труднее, а избавиться от этой патологии можно только хирургическим путем. Прямо сейчас посмотрите на свои ноги и определите, ваши стопы деформированы или нет. При осмотре нужно оторвать ногу от пола и держать на весу. Если пальцы ног направлены прямо, без искривлений в суставах, то ваша стопа не деформирована. Если пальцы выкручены, сдавлены в виде конуса или выпирает сустав большого пальца, ваша стопа уже деформирована. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обнаружили после осмотра. Ваша стопа ровная, деформированная или только немного сдавлена. Деформация ногтей. Выбирая обувь, мы часто примеряем, подходит ли она по длине или по ширине. Но мы никогда не задумываемся о том, подходит ли нам носок обуви. Если носок обуви тесен, то во время ходьбы ноготь постоянно будет упираться и травмироваться при каждом шаге. На эту тонкость часто не обращают внимания, но из-за этого ноготь может получить тысячи микротравм в течение дня. Эти микротравмы накапливаются и могут вызвать ониходистрофию, изменения в ногтях, связанные с нарушением их питания и делая их неприглядными, что нередко можно спутать с грибком ногтей. Это одна из причин, почему такие люди годами не могут избавиться от ногтевого грибка. Они пытаются вылечить анихомикоз, а у них ониходистрофия. Лечение деформированных ногтей прежде всего нужно начинать с замены обуви. Затем нужно обратиться к мастеру педикюра, который работает с проблемными ногтями. Мастер удалит проблемные участки и освободит путь для роста новых неповрежденных ногтевых пластин. После этого нужно следить за тем, чтобы обувь была комфортной и ногти не травмировались, как это было раньше. Как правильно подобрать обувь, мы расскажем через пару минут. А пока усвоим. Что происходит, если стопа находится в тесной обуви? Первое. Происходит деформация стопы. Появляется выступающая косточка на ноге и наблюдается деформация первого пальца стопы. Подобное нарушение часто приводит к бурситу и подагре. Второе. Нарушается кровообращение стоп. Результатом этого могут быть отеки, боль и хроническая усталость ног. Однако из наиболее серьезных последствий – варикозное расширение вен и тромбофлебит. Третье. Регулярное ношение тесной обуви провоцирует развитие мозолей и шпор на стопах. Четвертое. Происходит развитие плоскостопия, нарушение осанки и походки. И, наконец, еще одной проблемой могут стать вросшие ногти на ногах или грибок ногтей. Все эти заболевания и состояния являются следствием ношения тесной обуви. Если в вашем гардеробе есть неудобная и тесная обувь, от нее лучше избавиться. Ортопеды говорят, что около 70% населения покупают обувь меньшего размера, чем это необходимо. Кстати, напишите в комментариях, какую обувь вы носите – свободную или которая немного жмет в носке. Просто напишите пару слов «свободная обувь» или «немного жмет». Интересно посмотреть, насколько ортопеды правы. А пока вы пишете ответ в комментариях, мы напомним. Какая обувь приводит к деформации стопы? Первое. Обувь не по размеру. Нужно следить, чтобы пальцы располагались ровно, и обувь их не сдавливала, подошва была эластичной, а оптимальная высота каблука составляла 1,5–4 см. При игнорировании этих правил возникают нарушения кровообращения в стопе, бурситы, мозоли, артриты. Второе. Обувь, зауженная в пальцах. Зауженная обувь в стиле лодочки приводит к ухудшению кровоснабжения, сдавливанию нервных окончаний и изменению формы пальцев ног. Деформация пальцев, грибок ногтей, появление шишек, поперечное плоскостопие и натоптыши
Это лишь неполный перечень прелестей, возникающих вследствие ношения обуви с заостренными носками. Третье. Обувь на высоком каблуке. Высокий каблук изменяет положение стопы, и вес всего тела приходится не на надпяточную кость, а на головки плюсневых костей. В результате этого часто развивается артрит. Не исключены ущемление нервных окончаний, появление микротрещин в костях. Нередко высокий каблук становится причиной вывихов и даже переломов. Четвертое. Туфли на шпильках. Главный недостаток – необходимость ходить на цыпочках, перенося тяжесть тела на более хрупкие кости. Также из-за неправильного положения стопы ее мышцы и мышцы голени находятся в постоянном напряжении, пытаясь удержать баланс. Такой гипертонус замедляет кровообращение в нижних конечностях, что впоследствии приводит к варикозу. Пятое. Обувь на платформе. Многие считают, что обувь на платформе более устойчива, чем обувь на высоком каблуке, и при этом обладает всеми плюсами последней. Однако это не так. Обувь на платформе не позволяет ноге перекатываться с пятки на носок. Это понижает рессорные возможности стопы и может привести к артрозу. Шестое. Балетки. Балетки также не являются правильной обувью. Из-за своей мягкости они совершенно не поддерживают стопу. Постоянное ношение балеток грозит перерастяжением подошвенного апоневроза, что может привести к такому заболеванию, как подошвенный фасциит, когда поврежденные связки не могут удерживать свод стопы. Полезные советы при покупке обуви. Главное правило. Когда покупаете обувь, выбирайте обувь с широким высоким носком, чтобы пальцы ног могли свободно двигаться в носках обуви. Вот что советуют специалисты. Первое. Ходите по обувным магазинам только во второй половине дня, так как в это время стопа немного отекает от ходьбы и увеличивается в размерах. Второе. Не нужно покупать тесную обувь с надеждой, что она потянется. Если вы чувствуете пальцами носок обуви, это нормально. Однако сильно упираться он в него не должен. Да, и помните, что нужно проверить, чтобы пальцы ног не выпирали через материал обуви. При этом не рекомендуется покупать и слишком свободную обувь. Носить ее будет неудобно. Третье. Процесс примерки нужно проводить в носках. Четвертое. Обязательно меряйте пару на обе ноги, так как размер ног может немного отличаться. Пятое. Пройдитесь в новой обуви по залу, попрыгайте, постойте в ней с минуту и убедитесь, что не испытываете никаких неудобств. Если вам сложно подобрать обувь, возможно, у вас широкая стопа. Вот пару рекомендаций для вас. Что делать людям, у которых широкая стопа? Людям с широкой стопой нужно искать обувь с пометкой Wide Fit или Extra Wide Fit, что означает широкая посадка или очень широкая посадка. Ничего другого вам не подойдет. Как вариант, можно покупать обувь на полразмера больше, чем нужно, но следить, чтобы обувь не спадала с пятки. Идеально, когда выбранная модель свободна настолько, что вы можете пошевелить в ней пальцами, но при этом нога не болтается и хорошо зафиксирована. А как вы выбираете обувь? Напишите об этом в комментариях.